Вяжем винтажную сетку с пико, образец пробный. 10 воздушных петель набираем и провязываем 4 арочки вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Главное условие провязывания тонких ниток Канарис и размер крючка 0,55, 0,5. Это натяжение нити. Обязательно мизинчиком обхватываем. На указательный палец сверху накладываем ниточку. И самое главное условие, вот эта петелька рабочая, она всегда должна быть вот в таком состоянии. Вот у нее всегда должна быть вот такая вот величина этой петельки. Только для того, чтобы ниточкой можно было пройти крючком внутрь. Ни больше, ни меньше. Нужно стараться так, чтобы эти всегда петельки были одинаковые. И тогда у вас будет полотно ровное. Неважно, какое, сетка это, или бурдон, или какой-либо другой мотив. Проходим здесь вот 1, 2, 3, 4 и в 5-ю. Если это столбики будут без накида или с накидом предыдущего ряда, то в 5-ю петлю. Мне вот так удобно. Так. Сейчас самое интересное начинается вот в этой схеме вязания. Мы разворачиваем изделие и делаем 2 столбика без накида по вязаным ниткам воздушных петель. 2 сделали, плотно подтянули. Теперь делаем пико из 3 воздушных петель, вкалываем в этот же столбик с накидом, без накида, провязываем столбик без накида, не соединительной петлей, а столбиком без накида, и еще 2 столбика без накида. 1, 2. Мы выстроили таким образом некий такой столбик ровный. Провязали, подтянули, подтянули на цепочке. И дальше вяжем 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас подтяну все. Посмотрю, как они у меня смотрятся. Все хорошо. В 5-ю. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю провязываем столбик без накида. Разворачиваем. 2 столбика без накида по цепочке воздушных петель. 1, 2. Плотно друг к другу. Пико из 3 воздушных. Вкалываем в этот же столбик и провязываем столбик без накида. И по цепочке из воздушных петель 2 столбика без накида. Чем тоньше нитка, тем вот этих столбиков без накида будет больше. У меня иногда бывает 2-3, 2-3. Здесь так вот баланс идет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы идем вперед. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю делаем столбик
без накида. Разворачиваем. 2 столбика без накида по цепочке из воздушных петель вверх, пико из 3 воздушных, делаем соединение столбиком без накида и опять по цепочке из воздушных 2 столбика без накида, останавливаемся, подтягиваем к основанию, 10 воздушных петель для арки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем очень туго. Обязательно проверяем натяжение на мизинце. Соединение делаем в пятую петлю предыдущего ряда. Соединяемся столбиком без накида. Вверх по цепочке идем 2 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушных петли для пико, соединение столбиком без накида в этот же столбик, который был соединительным, и 2 столбика вверх по цепочке из воздушных петель. Проверяем. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушных петель сделали. Разворачиваем ряд, продолжаем. Я завершаю образец. Разворачиваю. 2 столбика без накида вверх по цепочке, 3 воздушные петли для пико, вкалываемся в столбик без накида и продолжаем 2 столбика без накида по воздушной цепочке. Теперь мы этот ряд разворачиваем и обвязываем все воздушные петли столбиками без накида с пико. Вот сейчас мы провязали 2 столбика без накида, сейчас можно сделать пико. 1, 2, 3 воздушные петли, пико. Подтягиваем, делаем столбики без накидов. 1, 2, 3, 4 столбика без накида, смотрю. Сейчас можно сделать пико. Подтянула, выровняла. 1, 2, 3 воздушные петли, вкалываемся в тот же столбик без накида, провязываем столбик без накида, подтягиваем и провязываем дальше столбики без накида по цепочке с воздушных петель. Ниточку освободила немножко. 2, 3 столбика без накида у меня сюда вмещаются, в эту арочку. Я смотрю сейчас на качество. Следующую арку обвязываем. Проверили, посмотрели свои огрехи, продолжаем улучшать вязание. 3 столбика без накида провязали, уже с усилением натяжения. Верхние петельки должны лежать ровно, идеально, вот как будто это ювелирная работа, как будто это делает ювелир. Вот здесь смотрим, ну так-сяк, прыгают. Следующую уже выравниваем для того, чтобы мы улучшили нашу технику.
Вяжем из 3 воздушных петель пико. Также уплотняем уже петельки все. Вкалываемся в столбик без накида. И дальше идем по цепочке из воздушных петель, вяжем столбики без накида. 3, 4, ну 4 достаточно. А я бы еще один провязала для плотности, для красоты рядов. Подтянула 5, и еще один можно 6, и еще один можно 7. Вот эта арочка мне больше нравится, чем рыхлая. И так сравниваем. Нам это как вариант, образец, как не надо делать, да. Следующая арочка, это мы уже делаем. Угу. Здесь можно оставить одно пико, а можно сделать 2 пико. При увеличении количества воздушных петель можно пико добавлять, чтобы не было пустоты. Раз. Следующую арку обвязываем. 2, 3, 4. Вот я хочу сейчас 5 сделать. Подтянуть. Посередине сделать пико. Раз, 2, 3. И подтягивая, провязываем по максимуму столбиков с накидов столько, столбики без накида столько, сколько сюда помещается. 2 сделала, 3, 4, 4. Ну, можно 5 сейчас подтягиваю. Я беру накаточками и захватываю и подтягиваю. И 5. Все правильно получается. И так у меня сейчас получается плотность еще больше. И вот такая рельефность мне больше нравится, чем вот эта рыхлость. Итак, сравнивая, дальше вяжем наши образцы арочек, улучшая с каждым образцом все лучше и лучше технику. И вырабатываем для этой нитки и этого крючка свою схему. 4 связала, подтягиваю, вяжу 5, три воздушные петли в 5 соединение, столбик без накида, 5 столбик без накида, соединение, и продолжаю вязать столбики без накида обвязку. 2, 3, 4, 5. Все, мне эта схема нравится. 5 столбиков без накидов с одной воздушной. С одним пико. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков без накидов. Вот здесь вот у нас идет продолжение ряда. Когда мы с вами провяжем вверх ряды, сейчас это сделаю схематично, сюда вот так ряды провяжем. Вот эта часть для поднятия, вот эта часть для поднятия. Еще раз. Вот эта часть для поднятия столбиков
воздушных петель, она будет не обвязана. Обвязываем мы ее в завершении последнего ряда. В завершении последнего ряда. Вот здесь ряд придет сюда. То есть у нас стрелка сюда, потом сюда, потом сюда. И когда мы завершим в этой точке, мы пройдем обвязку вот сюда. Немножко корявенько на ходу, но достаточно понятно. Итак, продолжаем. Делаем основу для обвязки. Это 10 столбиков, 10 воздушных петель. Навиваем мизинчик. Укладываем ниточку на указательный палец. Десять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас я их еще туже вяжу, для того, чтобы у нас арки были одинакового размера. Так как это образец, и мы ниточку должны почувствовать, а это всегда происходит так, то мы это делаем на образце. Перед пико вкалываемся. Будет туго, ничего, привыкнем. Вкалываемся и соединяем столбиком без накида. Разворачиваемся и делаем такой пьедестал из 2 столбиков без накида с пико. 1, 2, 3. Воздушной петли 2 столбика без накида. Все, остановились. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушных петель. Разворачиваемся. Перед пико вкалываемся в столбик без накида насквозь. Аккуратненько бережем пальчики. Так, туго получилось. Надо сейчас найти. Вот она, мягко прошла сквозь петельку. Разворачиваемся. 2 столбика без накида по цепочке из воздушных петель. Делаем пико. 1, 2, 3 воздушных петли. Вкалываемся сюда же, в столбик без накида. И поднимаемся еще 2 столбика без накида. Все, мы такой пьедестал сделали. Но я вот смотрю, по предыдущей сетке я делала на арке 2 пико. Вот тут 2 пико. Здесь, вот здесь и вот здесь. И это мне больше нравилось. Вот с одним пико сейчас посмотрю, если не понравится, то добавлю еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваемся. Опять разворачиваемся. Соединили воздушную цепочку. 2 столбика без накида провязали. Из 3 воздушных петель сделали пико, провязали. И еще 2 столбика без накида. Подтянули. Вяжем воздушные петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяемся в следующую арку перед пико.
Разворачиваемся, провязываем по цепочке из воздушных петель 2 столбика без накида, 3 воздушные петли для пико, соединяемся столбиком без накида и на воздушных петлях из цепочки делаем 2 столбика без накида и 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вкалываемся в боковые перед пико. Так, у нас такой образец получается. И сейчас я сделаю не одно пико вот на этой арке, а 2 пико. Обвязываем 2 столбика без накида, 3 воздушные, увеличу специально, чтобы было видно. Так, 2 столбика без накида, 3 столбик без накида, подтягиваем и 1, 2, 3 делаем пико. Вяжем столбики без накида по цепочке из воздушных петель. Вот у меня 3, 4. И я вот сейчас хочу равномерно сделать 1, 2, 3. Так, сорвался. Сейчас еще раз. Уже скорость увеличиваю, потому что так, но этого делать не буду. 1, 2, 3. Соединяемся и вяжем дальше столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот с таким пико мне больше нравится, таким количеством. В принципе, это и схема и есть правильная. 2, 3. Подтягиваем. 1, 2, 3 воздушные петли соединяем. Столбики без накида пошли. 1, 2, 3. Делаем пико. Можно подтянуть. Нет, не делаем. 4 столбик для равномерности. 1, 2, 3 столбика воздушной петли соединяем и делаем столбики без накида. 1, 2, ну где-то вот так вот 3. Сейчас подтяну, посмотрим, сколько у меня еще тут поместится. Нет, не буду. Один, 2, 3 столбика без накидов, 3 воздушные петли, 1, 2, 3 столбика без накида, 3 воздушные петли для пико соединились и 1, 2, 3 столбика без накида на арочке. И вот такие мне больше нравятся варианты. Вот такой вариант мне больше нравится. Вот, это будет из Канариса. Так смотрится сеточка. Сейчас я ее довяжу. Раз,
2, 3. Раз, два, три. Соединение произошло для пико. И продолжаем столбики без накида на цепочке. Раз, два, три. Вот как будто бы не хватает, да, места. Все, мы заполнили. Неправда. Это неправда. Мы подтягиваем. Подтягиваем для плотности. Делаем 3 воздушные петли. Соединение. И еще 3 столбика без накида сюда поместится. Вот как. А теперь все. Мы спокойненько дальше вяжем. Вот такая возможность у хлопковой ниточки. 1, 2, 3. Раз, два, 3 столбики. Простите, воздушные петли, столбики без накида уже провязали. Соединяемся. И вот смотрите, как это будет в завершении, когда мы придем с обвязкой на эти ряды крайние. Вот мы сделали, подтянули. 1, 2, 3 воздушная петля. Ага. И обвязываем. Дальше вот этот ряд. Пошли вниз. И вот так у нас будет обвязан воротничок или кокетка в круговую.